Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Что по судьбе? Что произойдет в событиях до конца мая 2025 года? Как меняется ваша реальность и с чем это может быть связано? Давайте узнаем. Возможно, что-то скоро случится или произойдет, или какое-то известие вы получите. Возможно, и правда какая-то неожиданно откроется, или придет нужная информация. Словом, куда вас заведет судьба? Знаки судьбы, как подсказки. И мы достанем 3 карты. Что вам нужно знать или важно услышать? И у нас сегодня колода Таро снов, которую прорисовал Чиро Маркетти. И сон – это как интуитивное предчувствие. Это то, что мы храним в нашей ментальности. И, возможно, что-то будет проясняться в том, что мы никому не рассказывали и не расскажем. Или вы по-другому будете видеть какой-то вопрос или ситуацию. Возможно, и придется принимать важные решения, чтобы жизнь ваша пошла с правильной ноги. И добрая энергия второй половины мая способствует этому. И далее на июнь у нас тоже добрая энергия. Кому интересно поподробнее, приглашаю вас на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. События до конца 2025 года. Не останавливаюсь на планетарных энергиях не мая, извините, июня и июля. Но май, имеется в виду вторая половина, она похожа на июнь. Поэтому прочитайте. И я думаю, какие-то подсказки будут. Мы же с вами идем вперед. И первая карта. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется? С чем это будет связано? В чем вы поставили точку, а оказалось многоточие или запятая? Какая правда откроется? И если мы сказали знаки судьбы, 3 карты мы сейчас с вами достанем. И первая карта, первый знак судьбы. Куда заведет судьба? Направление. Вторая карта. Что вам хотят передать высшие силы? И третий знак судьбы. Какие возможности открываются? Итак, что же вы там могли вычеркнуть? А оно вернется. Тройка кубков. Вообще, это карта праздника. Это карта возможностей, хорошего настроения. Меркурий в раке. Ну, рак у нас больше связан и с эмпатией, и с интуицией, и с добрыми где-то внутренними намерениями по отношению к самому себе, с нашим домом, с нашими, может быть, близкими, с нашими чувствами. А Меркурий – это как объединение каких-то противоположностей. Может быть, и некоторые многозадачности. Может быть, это вы теперь стоите на... Кто-то из вас, к примеру, когда вы хотите обустроить личную жизнь, или какая-то история для вас раскрывается совершенно по-новому, где-то с неожиданными гранями, такое я могу предположить. Или вы для себя, если мы говорим о доме, вы задумали, к примеру, переезд, и вы здесь готовы примерить сами где-то вот эти маски на себя, или словно вы исследуете жизнь. Может быть, вполне вероятно, что люди, которые были в вашей жизни когда-то прежде, они теперь возвращаются. И эта карта нам не говорит, что это надолго. Но самые разные контакты. Вы можете встречать случайно людей. Вам какое-то общение, безусловно, будет приносить радость, мои дорогие. И вы сами, самое главное, к чему-то будете относиться более легко. Не так вот тяжеловесно с позиции, что я должен, да, или требовать подобных энергий от себя. Сама по себе карта праздника настраивает на взаимодействие. Да, может быть, для кого-то из вас и по части личной жизни, к примеру, если иногда такое бывает, тройка кубков символизирует, что были, по крайней мере, не для всех, но, может быть, одному, двум, это важно услышать, были во взаимоотношениях какие-то такие моменты, не самые приятные, когда вы начали сомневаться в своем любимом человеке. Или буквально, когда был выбор, да, как между двух огней или между двух партнеров, и вас какая-то ситуация, может быть, прежде даже и ранила. А вот теперь вы уже на это смотрите совершенно по-другому. Но я должна сказать, что в этой колоде здесь Чиро Маркетти немножко отошел от тех традиций, как мы смотрим на вот эту тройку кубков. Здесь больше значения хорошие времена, торжества, вечеринки, удача.
Или это иногда проигрывается, что вас куда-то могут пригласить на какое-то торжество или в какую-то компанию. Иногда проигрывается чрезмерное веселье, баловство. Может быть погружение вот в исследование новых граней чувственности. Или когда вы какие-то барьеры, табу для себя словно сбрасываете, раскрепощаетесь. Вот подобная энергия возвращается в вашу жизнь. Как открытие самого себя. То, что вы раньше не предполагали, что я на это способна или способен через интуицию. Может быть и так. Или когда у вас, может быть, через контакты вы знакомитесь с новыми людьми. Вы еще их пока не знаете достаточно хорошо, но слушая или проводя какие-то беседы, разговоры, здесь из позиции иррационального к вам тоже что-то может прийти. Но то, что больше радости возвращается в вашу жизнь, это точно. В чем вы поставили точку, а оказалось запятая или многоточие? Но все же полярная энергия, король мечей, но в этой колоде, посмотрите, добрый взгляд у короля. Обычно рисуют человека такого, знаете, немножко отрешенного, или он в своих эмоциях, взгляд жесткий, и поэтому чаще мы оцениваем как холодную карту. А здесь нет. Здесь гибкость ума и детское любопытство к жизни. Как будто это нужно соединить. И не случайно Чарамаркети словно узор изобразил на голове короля мечей. Имеется в виду и интеллект. Поэтому вы, мои дорогие, тут в чем вы поставили точку, оказалось многоточие. Есть какой-то вопрос, который вам придется решать. С одной стороны, есть ваш интерес, а с другой стороны какая-то реальность. Возможно, вам придется отправиться либо по конкретным чиновникам, инстанциям, что-то исследовать, с кем-то договариваться, понимать, как в отношении вас работает закон. Но, видимо, есть та реальная сторона вопроса, когда нужно это переложить либо на рельсы закона или каких-то важных документов, или буквально вам придется переключаться, даже если мы говорим по работе, от тех дел, которыми вам нравится заниматься, к тем, которые мы должны делать, да, или каким-то обязанностям, или как реальной жизни, посещение тех или иных инстанций, может быть и юристы, может быть и адвокаты. Но более добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь, мои дорогие, не отказаться, как и от любопытства детского, да, только в детстве мы свободны от меркантильности. Мы просто принимаем наши желания. Мы принимаем нас самих, самое главное. Мы не ставим себе тут же, а нет, вот как вот теперь, когда мы взрослые, а нет, вот это не надо делать, потому что так нерационально, а это тебе не принесет прибыли. А в детстве этого нет. Мы принимаем себя такими, какие мы есть. Ну и гибкость ума как раз и дает нам возможность наше желание адаптировать к той реальности, в которой мы присутствуем, или с теми, провзаимодействовать возможностями, которые мы имеем в наших руках. И как-то это сделать правильно, в красивый узор уложить. Да точно, в красивый узор, посмотрите, по жезлов. Не случайно, наверное, нам Чарамаркети одновременно 4 жезла. Как будто все хорошо, все стабильно. Это, с одной стороны, у вас уже есть какая-то база, но всегда по жезлов это изучение чего-то совершенно нового. Это какие-то нехоженные тропы. У кого-то напрямую проиграется, что вы получаете какую-то бумагу. Или вы сами стремитесь получить тот или иной документ и прикладываете к этому усилия. Тогда вполне вероятно вам придется испробовать какой-то новый метод или зайти в иные двери, как вы намеревались прежде, или проконтактировать с людьми совершенно разными. Это тоже некоторый жизненный опыт, мы как будто осваиваем с нуля. Ну или с каких-то первых еще позиций, ступеней. Это может быть даже как в вашей работе. Вы будете заниматься даже, предположим, то, что вы делали прежде. Но вот энергия поменялась. Или у кого-то конкретно поменялся руководитель, может быть, на работе. И это тоже, это уже иная энергия. Новая метла по-новому метет. Или вы контактируете с новыми коллегами. Но о чем нам говорит эта карта? Что мечты наши сбываются, но определенный путь нам все-таки еще придется пройти. И, скорее всего, что-то изучить. Здесь правда откроется отчасти от ваших знаний,
Или когда вы уделите внимание тому вопросу, который вы себе поставите как в план, да, что я должен изучить или какой вопрос я должна прояснить. Должна еще также сказать, и пусть это проиграется не для всех, но есть и такое значение. Обратите внимание на нашего пажа жезлов. У нас девушка прекрасная изображена, и вот такая с хитрецой, она смотрит на нас с картой. И вот эти 4 жезла, если мы повнимательнее посмотрим, они как на шахматной доске. И это есть как прообраз какой-то шахматной партии, или назовем это игрой. И, скорее всего, она готова в этом участвовать. Она готова участвовать как и буквально зрителям, так и авторам и какой-то игры новой. Или, может быть, участником той игры, которую кто-то даже задумал. Здесь будет важно для вас, мои дорогие, ну и не замечтаться. Но, может быть, для кого-то, если мы спросили, что прояснится или какая правда откроется. Вот вы можете узнать, что для кого-то это была игра, но вы точно так же можете прийти к выводу, что вам что-то надоело. Или, может быть, вы прежде кому-то не доверяли. Вот тут двоякая такая ситуация, вот этот хитрый взгляд. Это вы на кого-то так смотрели и не доверяли именно потому, что видели чью-то игру. Вот, видимо, какой-то вопрос у вас прояснится. И нам ведь карта не говорит, мы еще не узнаем ответ, какая это правда будет, понравится она нам или нет. Но то, что ясности по какому-то вопросу, мои дорогие стрельцы, у вас может наступить больше, то это однозначно. И помните, пажи это все равно это как ученики или учащиеся. И это может быть как какой-то промах даже человека намного моложе вас, могут быть и дети, да, вот такое вы можете узнать, например, что ваше взрослое, может быть, даже чадо, ну, где-то ляпсус совершил, может быть, вы об этом не знали, а он вам сам расскажет, или она, да, но и вы это вот, есть у вас какой-то юношеский боевой запал, неважно, сколько вам лет, вот подобные энергии, они у вас могут быть, и тут вы тоже увидите, что, ну, может быть, и не надо было этим делом заниматься, но в конечном итоге вы сумеете, если есть какие-то противоречия в вашей душе, вы их сумеете объединить. Быть добрее к самому себе, вот это, наверное, то, что к вам возвращается, какая-то доброта, лояльность. Не загонять себя в какие-то рамки, а наоборот, допустить праздник в собственной жизни и одновременно рассмотреть даже то, что иррационально, по сути дела, и есть учиться. Куда заведет судьба? Но вот так или иначе вопросов для заработка, возможностей здесь предоставляется все больше. Обратите внимание, десятка монет. Вопросы дома могут проходить или вопросы преувеличения вашего дохода, но все то, что касается благополучия, денег, стабилизации может быть, как вашего финансового состояния, может быть и через изучение или освоение новых навыков, но в конечном итоге это дорога к благополучию и к новому качеству жизни. Поэтому куда вас заведет судьба? Тут вас судьба пытается вывести на совершенно иной уровень. Уровень как и материальных благ каких-то, но так и возможностей, может быть, через вашу работу, через ваш вид деятельности. Хотя я могу допустить и оформление каких-то документов, и оформляя грамотно любой документ, любую важную бумагу, мои дорогие стрельцы, помните, что это тогда закон вас охраняет тоже. Но нечего добавить десятка пентаклей или монет. Это вот именно наш материальный мир, причем по максимуму. Что вам хотят передать высшие силы? Опять про деньги. Некоторым образом вас буквально концентрируют или внимание ваше на вопросах денежного порядка. По тузу монет может быть такое, как новое зерно, которое мы садим в землю, или новое зерно в плане наших начинаний, или что-то мы начинаем изучать. Или пусть это будет такое маленькое зернышко, которое действительно мы посадим, и оно нам даст всходы, и в последующем мы сумеем при должном внимании ухаживать придется, нам об этом сразу говорят.
мы сумеем вырастить денежное дерево. Ведь если мы говорим, что хотят сказать высшие силы, вполне вероятно, в той или иной сфере жизни, или пусть это даже касается как-то вашей работы или ваших планов на будущее, есть все-таки смысл что-то изучать или впустить новое, вот как в свою собственную жизнь. Не находиться в каких-то прежних стереотипах. Нам все карты об этом говорят, и тогда словно высшие силы вам будут помогать пройти этот путь. Один пентакль или еще одна монетка, но часто эта карта, так и называют ее, помощь высших сил, когда есть какая-то возможность. Не случайно нам и монетка изображена, ну, где-то как солнечный круг. И у нас тут олень изображен, это тоже один из символов удачи. Но к этому еще нужно приложить какие-то усилия, время, может быть, сосредоточенность, ну и терпение. Вот без этого, да, если мы говорим ухаживать, без этого дерево, наверное, не вырастет. Вполне вероятно, кто-то деньги получит. Может быть, даже та сумма, мои дорогие, которую вы заработали, по какой-то причине деньги загуляли, то, скорее всего, вы их получаете, и вот их нужно тогда, с учетом вот этих двух карт, посмотрите, десятка вроде, да, мы получаем какой-то итог, а сразу же надо продумать какие-то первые новые шаги, как будто в новой плоскости, с новой реальностью. Здесь что-то нужно пересмотреть по части финансов наверняка. И, понятно, быть реалистом. Какие возможности для вас открываются, карта императрицы? Ну, тут по максимуму, мои дорогие. Тут возможность сама по себе как символ нового «я». Это часто, как мы знаем, императрица очень плодовита. И для кого-то проиграется, мои дорогие девочки, если это сообразно по возрасту, по вашим целям и намерениям, как вы ждете ребенка, может быть, как свидетельство, или, может быть, вы уже знаете и готовитесь к этому процессу. Но императрица плодовита именно на идеи, на творчество, на самовыражение, и поэтому идеям отбоя не будет. Значит, точно идеи какие-то в вашей голове зарождаются, и это ведь как возможности, которые вас ведут куда-то вперед. Поэтому не гоните от себя идеи. Вот две карты об этом. Это карта, которая может символизировать очень успешный период жизни. Если мы говорим, и это на будущее где-то, куда заведет судьба, десятка монет, карта благополучия. А какие возможности открываются? Да неограниченные. Но здесь много зависит, безусловно, от вас самих. Какие планы вы поставите перед собой. Этим вы себе, как из будущего, действительно протянете руку помощи в день сегодняшний. И от чего вы сами не откажетесь. Какие стереотипы вы перед собой не будете ставить, они вам и мешать не станут, мои дорогие. Правильно взять ориентиры, я бы сказала так. Давайте, с чем это будет связано, хотя тут очень так понятно для вас легли карты. И эта карта служанка, кстати, этот оракул был прорисован очень давно, и не менялись ни изображения, ни сами значения. Служанка. Ну, кто-то буквально, может быть, няню ищет, нанимает, такое тоже может быть. Но в основном, давайте будем реалистами, и в нашей современности это служанка – это тот человек, который выполняет за определенную сумму денег работу. Это, по сути дела, где-то и мы с вами, да, в той или иной плоскости. Либо вы работаете сами, может быть, даже на себя, да, тогда вы определяете себе как и степень вашего участия, как и степень вашей занятости, но одновременно это будет означать ваш доход. Если это имеется в виду взаимодействие с людьми, это вы, если вы руководитель процесса или ваше личное дело, бизнес, это вы можете выбирать себе сотрудников или одного сотрудника, может быть, на время выполнить какую-то работу, и это всегда энергообмен взаимный. Если вы работаете по найму, опять же, это ваши таланты, это ваше потраченное время, это ваши силы потраченные и оплата со стороны руководства или со стороны организации вот этого обратного эквивалента, который и есть финансы. То есть карта говорит о чем? Работа выполнена, она должна быть оплачена. Какой-то должен быть баланс. Ну и баланс, в принципе, про взаимодействие самое разное. Есть и то, что явно уже не имеет смысла. Карта называется «Вдовец», но имеется в виду, это та история, которая уже явно давным-давно закончилась, не имеет значения. Ее следует оставить в прошлом. Буквально памятник уже стоит. То есть тут у каждого своя какая-то история будет жизненная. Может быть, и по работе, кстати.
Это когда вы уже хотите завершить одну работу, перейти на что-то другое, я допускаю, потому что у вас две, по сути дела, карты, как и творческих или рабочих каких-то проектов, так и буквально финансовых уже есть задумки. Но, может быть, меня смотрят люди из разных стран, и была именно по личной истории тоже какая-то не самая веселая история, да, или история вашей любви, и, может быть, даже есть еще какие-то воспоминания, которые греют души, но это закончилось, а мы идем вперед. Тогда оставите это как ситуацию или приятные даже воспоминания. Но они не должны вам выстраивать какую-то концепцию будущего. Прошлое уже завершилось, и где-то нам об этом говорит карта. Чего это еще может касаться? Мы можем чувствовать какие-то ограничения, но с этими ограничениями вы вполне можете разобраться. Самое главное не бездействовать по этой карте. Вы можете сталкиваться с разного рода людьми, и у нас выпадает карта дворянина. Это тот человек, который может быть и как бы благородный человек, да, или вот этот король мечей, как специалист, такое тоже может вполне вероятно. Мы можем переложить на сферу тех чиновников или ответственных лиц, которые призваны нам говорить или обрисовывать, какой порядок мы должны пройти, прежде чем мы что-то осуществим или оформим. Может быть, вы не знаете, как оформить какое-то дело или решить этот вопрос. И тогда вам эти карты будут говорить, не сиди, не замыкайся в собственных мыслях. Есть определенное решение твоей ситуации, тебе просто найти нужно человека знающего. И этот вопрос тебе окажется намного проще его осуществить, нежели ты сам себе этого надумал. Здесь вообще через контакты, через, может быть, и важный разговор с кем-то из близких, хотя эта карта просто разговора, не есть конкретика личной жизни. Нет, мы что-то обсуждаем. Поэтому диалоговая форма, мои дорогие стрельцы, вам как раз и помогает для себя прояснить какие-то тонкости, нюансы, может быть, и разобраться в каком-то сложном вопросе, неважно, чего он касается. А еще я должна сказать, вполне вероятно, карта праздника, много общения. Давайте достанем карту совет. Ну да, тут и карта говорит, вы можете получить известие или какое-то письмо, информацию, и тогда нужно с этим сразу провзаимодействовать. Но и для вас также может означать, с учетом всех карт, делать что-то грамотно по закону. Все-таки вот есть такой момент. Этим самым вы себя убережете, закон вас буквально бережет. Или доверяй, но проверяй. Вот здесь и сам себя, как будто не обмани, не замечтайся, вернись в какую-то реальность. Может быть, у кого-то из вас был период предварительной переписки, а здесь состоится разговор. Или вы для себя будете прояснять что-то, обращаясь в какие-то инстанции, может быть, даже на расстоянии. Вы знаете, все равно хочется. Какой же совет? Так вот, не совсем однозначно. Но вот какой-то будет сюрприз. Причем в этой колоде сюрприз приятный, словно улов. Может быть, этот сюрприз и есть, когда вы получаете или слышите какую-то информацию, письмо, сообщение. Может быть, это не обязательно на бумаге, а в любом виде. И вам это нужно переложить на реальность, как с этим взаимодействовать. И главное, не отказаться, потому что этот сюрприз, как улов, приходит совершенно неожиданно. И может выглядеть поначалу, ну так, невзрачно, непонятно, что с этим делать, а тем не менее изучить, рассмотреть. Вот как этот рыбак, он сейчас будет рассматривать, что же там пришло в его сеть. Поэтому никогда не говори никогда. То, что может выглядеть поначалу серовато и непонятно, невзрачно, вполне вероятно, окажется каким-то очень добрым делом на будущее или буквально каким-то кладом, да, ну так, аллегорически говоря. А то, что может поначалу выглядеть пафосно, а потом ни к чему не приведет. То есть держите руку на пульсе, объедините в себе вот это детское любопытство и гибкость ума. Нет однозначно чего-то белого и черного. Жизнь, она как раз между, в этих полутонах. Так же, как и нет однозначно чего-то плохого или хорошего. Есть то, как мы воспринимаем. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.